Продолжаем наше путешествие по неординарным кладбищам мира. Все знают, что после смерти человека хоронят на кладбище под землей, а место захоронения обозначают памятником или мемориальной табличкой. Но некоторые народности в Китае, Индонезии и на Филиппинах вешают гробы с телами усопших высоко над землей на отвесных скалах. В горной провинции Сагада уже на протяжении 2 с лишним тысяч лет хоронят своих умерших в висящих гробах. Среди коренного населения считается, что чем выше захоронено тело, тем ближе его душа к небесам. Сегодня это место известно под названием «Висячие гробы Сагады». Захоронения на скале защищены от осквернения животными, людьми и от наводнения. Некоторые гробы подвешены уже не 100 и даже 1000 лет. Самый древний гроб датируется 2500 лет. В большинстве случаев последнее пристанище каждый готовит для себя сам при жизни. Весит гроб примерно 200 килограмм. Как такая тяжесть поднимается на высоту до 100 метров без специального приспособления, остается загадкой, которую местные жители хранят в секрете. Иногда рядом с гробом вешают стул, на котором сидел покойный незадолго до смерти. На сегодня этот вид погребения запрещен, однако количество гробов, подвешенных на отвесных скалах, год от года увеличивается. Иногда гробы не вешались на скалы, а складировались в пещерах. Более древнее кладбище висящих гробов расположено на горе Уи в китайском городе Гуйюэ. Ему около 4000 лет. На Филиппинах имеется любопытный туристический объект – затопленное кладбище острова Камигуин. Это обычное католическое кладбище, которое ушло под воду в 1871 году после извержения вулкана. В 1982 году на месте бывшего кладбища, теперь в море, установили огромный крест из вулканической лавы в память о катастрофе и для дайверов, которые круглый год совершают погружение, чтобы побывать на затонувшем кладбище и побродить меж его заросших кораллами надгробий. Кладбище не заброшено. Каждый год в феврале местные жители приплывают на лодках, чтобы помянуть своих предков и опустить на воду цветы и зажженные свечи. В 2007 году у побережья Майами открылось первое в мире действующее подводное кладбище – Риф-мемориал Нептуна или Мемориал Атлантиды. Кладбище может вместить 125 тысяч кремированных тел. На глубине 12 метров расположились колонны, арки, статуи львов и ворота для входа на кладбище. Проведать родственников можно, нырнув с аквалангом или на сайте кладбища. Захоронения проходят так. Кремированные останки смешивают с цементом и встраивают в структуру рифа. Место отмечается бронзовой табличкой с именем и некрологом. За $7000 здесь покоится уже около 100 человек. Подводное кладбище является архитектурным шедевром и самым масштабным техногенным рифом в мире. У народности Тараджа на острове Сулавеси в Индонезии особенное отношение к смерти. Смерть даже самого близкого родственника не вызывает горя и печали, а похороны – огромный праздник. Тараджи верят, что после смерти человек попадает в рай. Похороны у тараджи хлопотные и дорогостоящие. К этому времени изготавливается деревянная кукла покойника в полный рост, затем ее одевают в одежды. Праздник длится 12 дней. Все это время фигура находится рядом с телом. Забиваются жертвенные животные, свиньи и буйволы, люди едят, пьют и веселятся. Потом гроб отправляют на кладбище. Тараджи считают, что осквернять землю останками недопустимо, поэтому покойников они хоронят в скале. В специально выдолбленном гроте оставляют гроб, а перед ним на балконе ставят куклу Тау-Тау. По мере надобности на кукле меняют одежду и следят, чтобы ее не украли. Вот так, весело, хоть и хлопотно, провожают в последний путь своих соплеменников Тараджи. Остров Сулавеси в Индонезии известен своими экзотичными похоронными ритуалами. Еще одно уникальное кладбище – детское. Здесь детей, умирающих во младенчестве, хоронят в стволе большого дерева. Делается небольшое отверстие, в которое кладут ребенка, завернутого в пальмовые листья. Вход наглухо замуровывается. В одном дереве может помещаться больше десятка детских могил. Они располагаются на разной высоте, в зависимости от социального положения семьи. Местные жители верят, что дерево – это их мать, и дети вернулись к нему в самое лоно природы. Китайское христианское кладбище на западной стороне острова Гонконг в форме амфитеатра является уникальной достопримечательностью.
Гонконг – скалистый остров, что не позволило расширяться кладбищу Пок-Фу-Лам, созданному в 1882 году. Жители стали сооружать на склоне горы террасы для захоронений, соединяя их улицами. Со временем кладбище стало напоминать гигантский открытый амфитеатр под открытым небом. Некоторые захоронения выполнены необычайно художественно. Здесь около 15 тысяч захоронений и еще 5000 ячеек с кремированными телами. Футуристический колумбарий Рурайден находится при буддистском храме Кукокудзи в самом центре Токио. Это хранилище урн с прахом усопших представляет собой 2046 маленьких алтарей со стеклянными статуями Будды. Вход в мемориал напоминает помещение из научно-фантастического фильма. Родственник кремированного получает карточку «Пропуск в здание», которая освещает сотни мощных светодиодных фонарей. Когда посетитель входит в колумбарий, Будда, расположенный у нужного алтаря, подсвечивается. В зале можно молиться и наслаждаться эффектом смены цвета. Опытные сотрудники обучают всех желающих планированию и организации собственных похорон, церемонии погребения и правилам убранства гроба, особенностями прощания с умершими. Можно выбрать для себя симпатичный гробик и примерить его. Прах хранится 33 года. Потом урны закапывают в землю. В колумбарии уже похоронено 600 человек, 300 мест зарезервированы. Рурайден – это высокотехнологичное, ультрасовременное кладбище, выглядит как шикарный музей. Философы говорят, смерть – неотъемлемая часть жизни. И, возможно, мы с вами, прогуливаясь по некоторым удивительным кладбищам мира, в который раз подтвердили эту неоспоримую истину. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ваши пожелания и подписывайтесь на наш канал.